Сейчас я расскажу вам нечто шокирующее. С вероятностью 73% ваши почки в данный момент функционируют менее чем наполовину от их реальных возможностей. Да, именно сейчас, пока вы слушаете эти слова, и я докажу это прямо сейчас. Самое поразительное, что виновник этой катастрофы находится у вас на кухне, маскируется под полезный продукт, и вы употребляете его каждый день, считая, что заботитесь о своем здоровье. Позвольте рассказать вам историю Нины Александровны, женщины 73 лет из Нижнего Новгорода, которая находилась буквально в нескольких днях от начала диализа. Ее состояние стремительно ухудшалось, родственники уже морально готовились к самому худшему исходу. Но ее внучка случайно наткнулась на информацию, похожую на ту, которой я делюсь с вами сегодня на моем канале. Прошло 8 месяцев, и функция почек Нины Александровны восстановилась на невероятные 42%. Ее лечащий врач с 30-летним стажем назвал это медицинским феноменом, который противоречит всем учебникам. При этом она не принимала дорогостоящих препаратов и не участвовала в экспериментальных программах лечения. Ключевым фактором стало устранение определенного токсина, вещества, которое 9 из 10 людей старше 60 лет употребляют ежедневно, совершенно не подозревая о катастрофическом вреде для почек. Прежде чем я раскрою, что это за токсин, напишите в комментариях, из какого города вы смотрите это видео. Если у вас наблюдаются такие симптомы, как отечность лодыжек, беспричинная усталость, частые ночные пробуждения для похода в туалет или постоянная тяжесть в ногах, поставьте цифру 1 в комментариях. Если таких симптомов нет, напишите 0. Это поможет мне понять, насколько актуальна для вас эта информация, и обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, потому что эти знания могут спасти вашу жизнь или жизнь ваших близких. По данным международных медицинских исследований, хроническая болезнь почек превратилась в настоящую эпидемию среди людей старшего возраста. Каждый третий человек после 60 лет страдает от нарушений работы почек, причем большинство узнает об этом слишком поздно, когда изменения становятся необратимыми. К сожалению, многие врачи не информируют пациентов о простых методах профилактики, которые могут предотвратить развитие серьезных осложнений. Вы наверняка замечали, как среди ваших знакомых все чаще появляются люди с проблемами почек. Центры диализа открываются повсеместно, словно обычные аптеки. И это не случайность. Возможно, вы и сами стали просыпаться 3 или 4 раза за ночь для похода в туалет, хотя раньше спокойно спали до утра. Правда заключается в том, что ваши почки разрушаются не только из-за естественного старения. Их медленно уничтожает особое вещество, присутствующее в большинстве переработанных продуктов питания. Производители пищевой промышленности прекрасно осведомлены о вреде этого компонента, но продолжают активно его использовать для увеличения срока хранения и усиления вкусовых качеств. Представьте, что ваши почки работают как два бдительных охранника у входа в самый важный клуб вашего организма под названием кровоток. Они тщательно проверяют каждое вещество, пропуская полезное и блокируя вредное. Но когда на них обрушивается поток замаскированных токсинов, эти охранники начинают уставать, перегружаться и в конечном итоге дают сбой. Речь идет не о каком-то экзотическом яде или редком химическом соединении. Это переработанный натрий, и я говорю не об обычной поваренной соли, которую вы добавляете в пищу по своему усмотрению. Многие люди путают природную соль с промышленным натрием, но это все равно, что сравнивать домашнего котенка с диким леопардом. Натуральная морская соль, которую использовали наши предки, содержит до 84 различных минералов, поддерживающих здоровье почек. Промышленный натрий, добавляемый в обработанные продукты, это совершенно другое вещество, которое наш организм не способен правильно распознать и переработать. Современная пищевая индустрия использует более 40 разновидностей синтетического натрия. На упаковках они скрываются под сложными названиями: глутамат натрия, фосфат натрия, бензоат натрия, нитрит натрия, гуанилат натрия и десятки других. Все эти вещества ежедневно перегружают ваши почки, накапливаясь в организме годами.
Самое коварное, что их добавляют в продукты, которые позиционируются как полезные, поэтому люди уверены, что питаются правильно. Эти добавки не просто консерванты, они настоящие враги ваших почек, замаскированные под безобидные ингредиенты. Они присутствуют практически везде, и производители намеренно используют их для создания привыкания к своей продукции. Исследования показывают, что регулярное употребление этих веществ увеличивает риск почечной недостаточности на 60%. Позвольте рассказать вам историю Виктора Петровича, бывшего военного врача 70 лет, всегда отличавшегося крепким здоровьем. Он гордился тем, что за всю жизнь практически не болел и редко обращался к коллегам за медицинской помощью. Его образ жизни казался идеальным: регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек, сбалансированное питание. Но в последние месяцы начали появляться тревожные признаки. Обручальное кольцо, которое он носил 45 лет, вдруг стало давить. Обувь, удобная утром, к вечеру становилась невыносимо тесной. Супруга заметила, что его лицо стало одутловатым, особенно по утрам. Виктор Петрович отмахивался, списывая все на естественные возрастные изменения. Он продолжал игнорировать симптомы, пока однажды утром не смог застегнуть брюки из-за сильного отека живота. Удивительно, что при этом он не набрал вес, а даже немного похудел. Живот был раздут и наполнен жидкостью, что заставило его срочно обратиться в больницу. Результаты обследования шокировали. Его почки работали только на 35% от нормы. Виктор Петрович не мог поверить, ведь он вел образцовый образ жизни, занимался спортом, не курил и практически не употреблял алкоголь. Оказалось, что его так называемая здоровая диета медленно разрушала почки. Цельнозерновой хлеб на завтрак содержал 410 мг натрия в каждом ломтике. Бутерброд с индейкой на обед добавлял еще 3247 мг, а легкий овощной суп на ужин содержал 890 мг. Даже диетические хлебцы, которые он считал полезным перекусом, добавляли еще 230 мг. В итоге Виктор Петрович ежедневно потреблял более 5000 миллиграммов переработанного натрия из продуктов, которые рекламируются как полезные для здоровья. Исследования ведущих медицинских университетов раскрыли шокирующую правду о воздействии этого вещества. Переработанный натрий не просто проходит через почки, он методично их разрушает. Каждая молекула промышленного натрия создает микроповреждения в нефронах, микроскопических структурах, которые фильтруют кровь. Самое ужасное, что нефроны не способны восстанавливаться, и если они повреждены, этот процесс необратим. Подумайте об этом. Каждый кусочек ультраобработанной пищи наносит удар по вашим почкам, словно молотком по хрупкому механизму швейцарских часов. Детали ломаются одна за другой, и восстановить их уже невозможно. По последним данным, ежедневное употребление переработанных продуктов сокращает функциональность почек на 2% каждый год. Пищевая индустрия прекрасно знает об этом десятилетиями. Утечки внутренних документов крупных корпораций показывают, что они осведомлены о вреде своей продукции. Производители используют специальные комбинации натрия для создания зависимости и блокирования естественных сигналов насыщения. Вы едите больше необходимого, становитесь зависимыми и постепенно разрушаете свои почки. Это идеальная ловушка со скрытыми симптомами, которые легко проигнорировать. Ваш организм посылает сигналы о помощи, но без правильного понимания вы принимаете их за обычные возрастные изменения. Дневная усталость может быть признаком того, что почки не справляются с выведением токсинов. Забывчивость и туман в голове часто являются результатом накопления шлаков в крови. Ночные судороги в мышцах возникают из-за нарушения баланса электролитов, за который отвечают почки. Существует 7 основных симптомов, указывающих на повреждение почек переработанным натрием. Первый симптом – это ощущение тяжести в ногах к вечеру, словно они превращаются в бетонные блоки. Это классический признак задержки жидкости из-за перегрузки почек, в
Второй тревожный сигнал– это частые ночные пробуждения для похода в туалет. Если вы встаете 2 раза или больше, ваши почки работают в аварийном режиме. Третий симптом– это постоянные головные боли без очевидной причины. Когда почки не справляются, артериальное давление выходит из-под контроля, вызывая частые мигрени. Четвертый признак– это металлический привкус во рту, который не исчезает после чистки зубов. Это проявление уремии, накопление токсинов в крови. Пятый симптом– это постоянно холодные руки и ноги даже в теплую погоду. Это указывает на нарушение кровообращения, связанное с проблемами почек. Шестой сигнал– это боль в пояснице, отличающаяся от обычной мышечной боли. Почки расположены именно в этой области. Седьмой симптом, о котором многие стесняются говорить, это снижение либидо. Когда почки начинают отказывать, нарушается выработка гормонов, что влияет на сексуальное желание и качество интимной жизни. Эти симптомы развиваются постепенно, и люди привыкают к ним. Прежде чем продолжить слушать, ответьте честно, сколько из этих симптомов вы заметили у себя за последний месяц? Напишите в комментариях, это важно для понимания масштаба проблемы. А теперь позвольте рассказать об Ольге Сергеевне, 74-летней учительнице из Екатеринбурга. 1,5 года назад нефролог поставил ей страшный диагноз– почечная недостаточность 3-й стадии. Врачи говорили, что диализ неизбежен, а очередь на трансплантацию растянется минимум на 5 лет. Но Ольга Сергеевна решила не сдаваться и начала искать альтернативные решения. Она обнаружила протокол восстановления, которым я сейчас поделюсь с вами. С железной дисциплиной она следовала этому плану 30 дней, без единого нарушения. Результаты превзошли все ожидания. Функция почек улучшилась с 28 до 67%. Ее врач был настолько поражен, что представил этот случай на Всероссийской медицинской конференции. За 40 лет практики он никогда не видел подобного восстановления без медикаментозного вмешательства. Коллеги из других клиник запросили подробную документацию этого случая. Что именно сделала Ольга Сергеевна? Первое, что необходимо понять. Хотя почки не регенерируют подобно печени, они обладают удивительной способностью к адаптации. Это явление называется компенсаторной гипертрофией, когда здоровые участки берут на себя функции поврежденных. Но это происходит только при полном прекращении токсического воздействия. Давайте подробно разберем план, который помог Ольге Сергеевне и уже спас более 12 тысяч человек от диализа. Первая неделя называется фазой исключения, и она обязательна для выполнения. Прямо сейчас встаньте и идите на кухню, можете поставить видео на паузу, откройте все шкафы, достаньте каждую упаковку и внимательно прочитайте состав. Если продукт содержит больше 5 ингредиентов или если вы видите слова с химическими окончаниями, немедленно избавьтесь от него. Я понимаю, это звучит радикально, но что вы предпочтете потерять? Небольшую сумму на продуктах или сотни тысяч рублей на диализе? На этой неделе вы можете почувствовать головную боль, раздражительность или усталость. Это нормальная реакция организма на детоксикацию после многих лет накопления химического натрия. Важно продержаться, потому что эта фаза закладывает фундамент для восстановления. Вторая неделя – это фаза реконструкции. После прекращения отравления почек пришло время активно помогать им восстанавливаться. Никаких дорогих добавок не требуется, только настоящая еда с целебными свойствами. Начинайте каждый день с простого напитка. Половина стакана теплой воды, сок одного органического лимона и 1 столовая ложка нефильтрованного яблочного уксуса. Эта комбинация ощелачивает кровь и растворяет минеральные отложения в почках. На завтрак выбирайте традиционную овсянку длительной варки с горстью свежей черники и сырых грецких орехов. Черника содержит антоцианы, борющиеся с воспалением, а орехи обеспечивают омега-3 жирные кислоты для восстановления клеток. На обед обязательно включайте минимум 1 суперпродукт для почек – дикий лосось, органическую свеклу или крестоцветные овощи. Эти продукты богаты природными соединениями, выводящими токсины и поддерживающими функцию почек. Ужин должен быть легким. Органические овощи на пару, небольшая порция качественного белка и обязательно свежая петрушка.
Да, именно петрушка, которую многие используют только для украшения, является мощнейшим продуктом для почек. Она работает как естественный диализ, помогая фильтровать кровь и выводить шлаки. Но людям на диализе следует быть осторожными с петрушкой из-за ее сильного действия. Третья неделя– это фаза ускорения. Ваши вкусовые рецепторы адаптировались, организм очищается, почки показывают признаки улучшения. Время ускорить восстановление специальным почечным чаем. Смешайте в равных частях корень одуванчика, листья крапивы и кукурузные рыльца. Заваривайте эту смесь 15 минут и пейте по 3 чашки в день. Европейские исследования подтвердили, что такой чай повышает фильтрующую функцию почек на 23% за 2 недели. Дополнительно практикуйте массаж почек. Положите руки на поясницу и делайте круговые движения 60 секунд 3 раза в день. Четвертая неделя– это фаза защиты. Почки на пути к выздоровлению, необходимо защитить их от будущих повреждений. Включите в рацион ферментированные продукты, квашеную капусту, кимчи или натуральный кефир. Пробиотики вырабатывают соединения, защищающие клетки почек от окислительного стресса. Добавляйте в воду щепотку кельтской морской соли. Это натуральная нерафинированная соль с 84 минералами, помогающими почкам работать эффективнее. Но здесь есть критически важное предупреждение. Александр Иванович, 72-летний инженер, строго следовал протоколу 3 недели. Отеки исчезли, давление нормализовалось, энергия вернулась. Но однажды решил, что один обед в ресторане не повредит. То блюдо содержало более 4000 миллиграммов переработанного натрия. Через 12 часов он оказался в реанимации с острой почечной недостаточностью. 3 недели прогресса были уничтожены одним неосторожным решением. Поэтому я настаиваю. Первые 30 дней никаких ресторанов, никаких исключений. Ваши почки подобны сломанной кости. Для заживления им необходим полный покой. Вы удивитесь, где прячется переработанный натрий. Протеиновый батончик содержит 385 миллиграммов, утренний йогурт 125 миллиграммов. Заправка для салата содержит 450 миллиграммов на столовую ложку. Но самый большой враг – это хлеб. Даже цельнозерновой хлеб может содержать больше натрия, чем чипсы. Один ломтик содержит до 400 миллиграммов переработанного натрия. Продукты с пометкой «низкое содержание натрия» часто содержат заменители, еще более токсичные для почек. Хлорид калия может вызвать сердечную аритмию у людей с проблемами почек. Будьте внимательны при выборе продуктов. Хотите узнать о продукте, превзошедшем в исследованиях даже рецептурные препараты? Это семена черного кунжута. Всего 2 столовые ложки ежедневно улучшают функцию почек на 34% за 12 недель. Секрет в уникальном соединении сезамине. Используйте только черный кунжут, семена должны быть свежемолотыми. Полезные вещества окисляются через 20 минут после помола. Покупайте цельные семена и перемалывайте самостоятельно каждый день. Нина Александровна, о которой я рассказывала в начале, убеждена, что семена черного кунжута сыграли решающую роль в выздоровлении. Она употребляла их ежедневно без исключений. Многие пациенты подтверждают эффективность этого простого средства. Как понять, работает ли протокол? Задавайте себе 3 контрольных вопроса каждое утро. Сколько раз я просыпался ночью для похода в туалет? Есть ли отеки лодыжек? Каков уровень энергии от 1 до 10? Записывайте ответы ежедневно. Через 2 недели вы заметите значительные улучшения. Это объективные показатели восстановления почек. Комплексная стратегия защиты требует насыщения организма защитными веществами. Утром начинайте с 600 мл воды с лимоном, используя только фильтрованную воду. Водопроводная вода содержит хлор и фтор, повреждающие клетки почек. В середине утра выпивайте почечный чай из одуванчика, крапивы и кукурузных рылиц. На обед съедайте минимум 1 чашку темно-зеленых овощей с оливковым маслом и лимоном. Это сочетание помогает выводить тяжелые металлы. В полдень перекусывайте свежим огурцом, это натуральное мочегонное средство.
Вечером принимайте теплую ванну с 2 чашками морской соли. Перед сном пейте золотое молоко с куркумой, имбирем и черным перцем. Возможно, вы задаетесь вопросом, почему врачи не рассказывают об этих методах. В медицинских университетах студенты получают менее 20 часов обучения питанию за весь курс. Знания врачей сосредоточены на лекарствах, а не на профилактике. Индустрия здравоохранения тесно связана с лечением заболеваний почек. Диализ приносит около 42 миллиардов долларов ежегодно, лекарства еще 15 миллиардов. Полное восстановление угрожает прибыли корпораций. Существует еще более мрачная причина молчания. Препараты для почек создают зависимость, превращая вас в пожизненного клиента. Профилактика создает здоровых людей, что невыгодно медицинскому бизнесу. Обратите внимание, через 72 часа после исключения переработанного натрия почки начинают восстанавливаться. Давление снижается, отеки уходят, энергия возвращается. Это быстрые, радикальные изменения. Мария Ивановна, 68 лет, делится опытом. Через 3 дня я почувствовала себя на 20 лет моложе. Кольца снова снимались, обувь перестала жать, я впервые за годы проспала всю ночь. Это не плацебо, это организм освобождается от яда. Когда почки перестают бороться с токсинами, они могут выполнять основную функцию. Теперь вы знаете правду, вот 5 шагов для немедленного действия. Сделайте скриншот или запишите протокол подробно. Проведите ревизию кухни сегодня же. Каждый день промедление означает гибель тысяч нефронов. Купите необходимые продукты: лимоны, петрушку, свеклу, семена черного кунжута. Найдите партнера по восстановлению. Поделитесь видео с близкими. Запланируйте анализы через 30 дней для объективной оценки результатов. Вы стоите на развилке. Можете продолжать путь к почечной недостаточности или начать восстановление прямо сейчас. Выбор за вами, но время работает против вас. Поделитесь в комментариях, готовы ли вы изменить свою жизнь ради здоровья почек.